Новости робототехники номер 43. Октябрь 2023. Привет, каждый месяц я читаю десятки новостей робототехники и выбираю самые интересные. Подписывайтесь, чтобы следить за развитием технологий. В сегодняшней подборке. Чат GPT вылечил ребенка. В Японии откроется школа с роботами. Разработан полог тишины, как в фэнтези. И другое. Искусственный интеллект вылечил ребенка. В 2020 году, во время карантина, введенного в Англии из-за пандемии, 4-летний Алекс начал страдать от сильных болей, у мальчика появились мигрени. Кроме того, Алекс через некоторое время захромал и перестал расти. За 3 года ребенок побывал на лечении у десятка разных врачей, которые так и не смогли установить проблему. В отчаянии мама Алекса детально описала все симптомы в чат GPT. Нейросеть предложила очень редкий диагноз – расщепление позвоночника с синдромом фиксированного спинного мозга. Позже это подтвердили нейрохирурги. Специалисты сделали операцию, которая избавила ребенка от болей. Недавний доклад, опубликованный сотрудниками Бостонской научно-исследовательской базы, показал, что чат GPT ставит верный диагноз в 72% случаев, то есть примерно с той же частотой, что и врач-ординатор. Тем не менее, отмечу, что в любом случае определять диагноз в интернете не лучшая идея, и при недомогании в первую очередь следует обращаться к врачу. В Японии откроют школу с роботами. В городе Кумамото собираются открыть школу, где роботы-аватары заменят учеников на занятиях, с целью борьбы с эпидемией прогулов среди местных старшеклассников. Проблема прогулов связана в значительной степени с социофобией подростков, и внедрение дистанционного обучения через аватаров надеется помочь решить эту проблему. Роботы, выступая в роли аватаров учеников, оборудованы микрофонами, динамиками и камерами для обратной связи. Управление ими из дома позволит детям активно участвовать в уроках и дискуссиях с одноклассниками и преподавателями. Проект планируется запустить в ноябре, а его результаты будут оценены в марте 2024 года. Основная цель – снизить беспокойство учеников, возвращающихся к учебе после периода пандемии. Дополнительный бюджет на 2023 год предусматривает расходы на проект в размере примерно $10 миллионов. Возможно, технологии позволят сделать образование более доступным и комфортным для тех, кто сталкивается с трудностями по разным причинам. Но лично по моему опыту, когда во время пандемии наше обучение перенеслось в Zoom, туда приходило от 2 до 5 человек из классов 30 человек. Рой роботов для экранирования звука. На протяжении десятилетий научно-фантастические книги и фильмы демонстрировали возможность манипулирования акустическими данными. Купол тишины использовался в «Дюне», «Будь умней», «Рике и Морти». В различных фэнтези существуют заклинания «полог тишины» для аналогичных целей. Журнал Nature рассказал о разработке подобного концепта исследователями из Университета Вашингтона. Эти аудиороботы способны локально подавлять окружающие звуки. Они оснащены микрофонами и динамиками, могут перемещаться по поверхности стола, используя сонар для избегания препятствий и широкого охвата. Для роя предусмотрена зарядная база, с которой роботы стартуют и возвращаются самостоятельно. Эта система умеет выполнять ряд задач: создавать купол тишины высотой 90 см для компаний, общающихся, например, в ночном клубе, либо наоборот изолировать их разговор от других. И за пределами купола голоса не слышны. Теперь, отвечая на вопрос, какие из футуристических технологий становятся реальностью, я буду добавлять эту. Двухколесный робот-охранник из Швейцарии. Швейцарский стартап представил Ascenta Guard, двухколесного робота, способного выполнять роль охранника и наблюдателя за территорией. Уникальная функция передвижения с возможностью катиться или шагать позволяет роботу преодолевать различные поверхности, включая лестницы, ямы и уклоны. Ascenta Guard оборудован тепловизионными RGB инфракрасными камерами, что делает его подходящим для различных инспекционных задач. Корпус является водонепроницаемым. Робот может патрулировать и сканировать территорию на предмет пожаров,
возгорании и несанкционированных вторжений. Его возможности включают поиск дефектов, контроль освещения и парковок. При обнаружении нарушений Ascent Guard уведомляет пользователя через приложение, защищенное шифрованием. Режим экономии батареи позволяет ему работать до 4 часов без подзарядки, после чего он автоматически возвращается к док-станции. Миллионы лет эволюции за 28 секунд. Специалисты из Университета Иллинойса разработали искусственный интеллект, способный спроектировать функциональных существ с нуля. Задачу и условия ему можно написать любые, но в данном случае ученые предложили просто придумать робота, который может ходить. Они не указывали ни что должны быть ноги, ничего другого. Создай что угодно, чтобы модель передвигалась. Сначала искусственный интеллект спроектировал нечто похожее на мыло. Во второй итерации мыло начало прыгать. Самостоятельно понимая в режиме реального времени, что такая конструкция пока не ходит, он произвел еще 7 изменений, на что в сумме ушло 28 секунд, чтобы получить некоего монстра, способного ходить. Любопытно, что искусственный интеллект не опирался на образы из природы, как это делает человек, что ограничивает нас рамками. Исследователи даже не поняли предназначение некоторых компонентов модели, но увидели, что с ними она работает, а без них нет. Искусственный интеллект просто создал новое существо с нуля, на что у эволюции ушли миллионы лет. Полезный функционал у этого чуда нулевой, но функционал и не ставился в задачах. А если добавить к возможности хождения другие условия, искусственный интеллект спроектирует и это. Это были основные новости робототехники за октябрь 2023. Самое важное о роботах, новости и обзоры размещены на сайте anthony.work. Смотрите все выпуски, чтобы узнать о главных событиях робототехники последних 3 лет.